Hello, my darling, с вами Симона, и я, как всегда, нашла для вас какую-то дичь. Я тут просто искала... Да-да, подожди. Короче, я искала вот эти всякие летучие пламя, пункты летучего пламени, короче. Подожди, говорю тебе. Вот, и, короче, нашла вот этого какого-то wizard, как бы in distress, как он выражается. Что-то у него не так. Я вот думаю, можем попробовать ему помочь. Если это что-то интересное, то продолжим. Если нет, пойдем к Нати. Нас там подружайка ждет нас. Что такое? Что случилось? Гоблины, вот что. Шайка Ранрока, скверная компания, устроили на меня засаду, теперь нигде не безопасно. Мне нужно кое-что, что меня защитит, если я снова на них наткнусь. Зелье Максима, вот что мне поможет. А, вот возьмите. Вы правы, в округе сейчас небезопасно, лучше быть поосторожнее. Вот возьмите, используйте его с умом. О, так и сделаю, не сомневайтесь. Сторонникам Ранрока мне не одолеть. О, мне дали зелье невидимости, грозовой напиток, рябиновый отвар. Ну это что-то было очень интересно, даже слишком, мне кажется. Что-то Хогвартс разошелся, знаете, это что такое? Пойдемте, короче, к Нате, у нас есть нормальная подругела, с которой, всегда можно нормально забазариться. Подождите, а что, нету рядом нигде летучего пламени никакого? Наверное, в самом Хоксмиде удобнее будет. Да, где-нибудь вот тут. Кстати, нам же там еще надо в небе полетать. Ёж твою клёш, я еще и таймер не запустила. Ага, да. Такие сейчас, вот так мы тебе и поверили. Ты просто опять хочешь играть в Sims. Ой, в Sims? Ого, оговорочка-то по Фрейду. Хочешь играть в Хогвартс 3 часа безостановочно. Совершенно. Мы тебя раскусили. Блин, вот... Чёртовы Димимаски. Ну, по-любому же вы где-то здесь. Ну, есть же вы. Ну, вы же здесь есть. Пусти. Димимаски. Где вы? Да не, мы тут были, это я прикалываюсь. Короче, блин, не могу, вот эти Димимаски, они мне просто покоя не дают. Уходим, быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Очень торопимся. Но при этом отвлекаемся на всякую чепухню. А мы не так уж торопимся, Нати нет, ее еще ждать придется. Вечно они вот все опаздывают. Ты готова? Что? Покончить с Харлоу? Я готова сделать все необходимое, чтобы покончить с Харлоу. Я знаю, что у тебя есть план. Нам нужно собрать сведения у друзей мистера Бикла, о которых упоминали Арчи и мисс Бикл. Миссис Бикл. Да, Аргус Фильберг... Подожди, как это читать? Предлагаю тебе поговорить с каждым из них, а я пока пойду в Кабанью голову. Видела, что туда направлялись пепламбы. Поскольку мама в Кабаньей голове и на пушечный выстрел не подойдет... к Кабаньей голове не подойдет, она не узнает, чем я занимаюсь. А вот ходить по деревне и донимать ее жителей лучше тебе. Что у них можно выведать? Они могут знать, какие свидетельства против Харлоу есть у миссис Бикл. Нам необходимо знать все, что знают они. Короче, мы их просто будем бить. Хорошо, я поговорю с ними. Я знала, что на тебя можно положиться. Нужно выяснить, что Руквуд и Харлоу их шантажируют. Когда со всеми поговоришь, встретимся здесь. План говно. Опять же. Опа. Может, это она собака звенела? Хоксмит – единственная, абсолютно волшебная деревня в Британии. Хоксмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Нам в Хоксмиде осталось одну всего найти. Так. Сейчас мы всех найдем. Агабус Флибрет, Дейзи Ботвинс и Отто Билл.
Да, не Билл. Нет, нет, отмена. Отмена. Дибл. Дибл. Да где вас носит-то, алло? Какими-то буераками еще их искать. Чуть просто мужчине не прыгнули на голову. А сквозь этого вообще прошли. Беспредел. Вытворяем чудовищный беспредел в Хоксмиде. Так назову серию. Пожалуйста. Ага, он там, вон где-то. Да, должен быть где-то здесь. Здравствуйте. Прошу прощения, мистер Филберт. Мне бы хотелось поговорить с вами о Теофильде Харлоу. Мисс Бикл станет легче, если мы соберем доказательства его вины. То, что случилось с Биклом, настоящая трагедия. Он предлагал мне выступить против Харлоу и заявить о том нападении, но я побоялся мести Харлоу и отказался. Вы поступили мудро, напрасно вы промолчали. Слушай, ты что-то знаешь вообще там про него? Может, у него семья, дети, бабушка больная? Он, может, их всех должен защищать, кормить. Не тебе вообще его судить, девочка, которая разбрасывается непростительными направо и налево. Вы поступили мудро. Если вы выступили против Харлоу, то могли бы разделить участь. Да-да-да, если бы так, да-да. Вы упомянули, что Харлоу совершил в отношении вас насильственные действия. Будьте добры, расскажите об этом. Как раз перед смертью моя необычайно талантливая жена Дульчебелла закончила небольшой сборник, а я решил приготовить ей сюрприз на день рождения, который ей не суждено было отпраздновать. И заказал для книги красивый золоченый переплет, но однажды Харлоу явился, чтобы наказать меня за то, что я выступил против неандертальцев, которых Руквуд назвал свою банду. Не успел я опомниться, как лежал парализованный, а Харлоу рыскал по моему дому. Он нашел сборник стихов в изысканном золоченом переплете. А я лежал в прихожей, совершенно беспомощный, и наблюдал, как он, посмеиваясь, уходит с книгой. Я был потрясен до глубины души, никак не могу прийти в себя. Понимаю, что вы опасаетесь мести Харлоу, но вы не будете возражать, если я расскажу об этом констеблю Сингер. Видимо, у меня нет выбора. Невозможно вечно терпеть шантаж и вымогательство. Так и передайте всем, кто готов помочь. Харлоу не любит тех, кто болтает, как вам уже известно. Теперь нужно найти еще двоих. Ага. Найти-то мы найдем. Вообще, кстати, что-то у нее такой еще лексикон какой-то появился. Прям это. Как будто она какая-то практикантка в местном ОВД. Мне кажется, вы упомянули, что Харлоу значит, совершал в отношении вас какие-то, значит, насильственные действия. Нормально? То есть она даже не смогла сказать, что, типа, он вас шантажировал. Насильственные действия. Ох, ну не может быть, чтобы он ее забрал. Может, она куда-то... Мистер Дибл, можно с вами поговорить о Теофиле Харлоу? Мне нечего о нем сообщить. Это, возможно, вас заинтересует мой великолепный шейный платок? Прошу вас, сэр, я хочу помочь. Я говорила с миссис Бикл. Вы знаете Биклов? Ну ладно. Однажды нужно соблюдать... Однако нужно соблюдать осторожность. Я знаю мистера Хилла, он был добр. Он хороший человек, но даже он бы не понял. Все началось несколько недель назад. Я отвлекся, читал записку, когда в лавку пожаловал сам знаете кто. Сам знаете кто еще не родился. Я спрятал записку под прилавком и предложил помощь. Он смотрел на меня какое-то время, а затем попросил проверить его заказ. Я отправился в кладовую, чтобы проверить заказ, которого, как оказалось, не было. А когда вернулся, он уже держал в руке записку. Что было в записке? Это была весточка от Рози Хилл, дочери мистера Хилла. Видите ли, мы уже полгода как втайне обручены. Мы еще не сообщили об этом мистеру Хиллу. Осмелюсь сказать, что он бы предпочел для нее... Ага. Харлоу прямо сказал мне, что мои отношения с Рози, не говоря уже о моей работе, зависят от моего содействия.
О чем он вас попросил? Все произошло так быстро. В один миг он схватил с прилавка очень дорогой шарф, сунул его в карман и ухмыльнулся. Какой вот урод. Он сказал, твоя тайна будет в сохранности до тех пор, пока я смогу дарить своей даме такие восхитительные вещички. Мне приходится вести учет весьма хитроумно, чтобы скрывать последствия его пожеланий. Но больше так продолжаться не может. Я боюсь что-либо сказать. Я не могу жить без Рози. Насчет записки. Как вы скрываете пропажу товаров? Мистер Хилл кажется справедливым человеком. Почему вы ему не расскажете? Я вообще не в зуб ногой. Я вообще не помню, кто такой мистер Хилл. Реально. Вообще не понимаю. Как вы скрываете пропажу? Мне не интересно. Мне интересно. Эти ваши финансовые махинации, это вот мне зачем? Не надо. Не надо учить меня плохому. Что насчет записки? Расскажите про ту записку подробнее, вдруг она мне попадется. Это записка на особой розовой бумаге Рози. Вверху указаны ее инициалы. Так мистер Хилл может подтвердить ее подлинность. Это вы так от него прячетесь, что он даже может прям подтвердить. Так, я собираю. Ага. Больше всего на свете я желаю, чтобы он гнил в Азкабане, но будьте осторожны. Он ужасный человек, да и к тому же невероятно опасный. И что касается письма от Рози, если оно вам попадется, то я выучил его наизусть. Можете незамедлительно его уничтожить. Предельно ясно. А теперь уходите, пока мистер Хилл не вернулся. Так, теперь, короче, ага. Ниппон. А, это надо внутрь. Внутрь. Там Нати уже, видать, нашла всех. Наверх. Еще выше. Как высоко забрался, ё-моё. Забралась. Что? Миссис Ботвинс, можно побеседовать с вами о Теофиле Харлоу? Я подруга семейства Биклов, пытаюсь... Бедные Джоанна и малыш Арчи, а теперь Харлоу похитил моего Иску. О чем вы говорите? Что случилось? Я работаю охранником в Гринготсе, а мой супруг там... Харлоу хотел, чтобы я помогла ему убедить своих сотрудников отдать ему хранящийся в банке. И вы отказались? Разумеется, я отказалась. И не единожды я надеялась, что они сдались. Однажды я вернулась домой и обнаружила, что мой супруг исчез, а к двери ножом приколота записка. В ней говорилось, что у меня есть лишь несколько дней, чтобы изменить свое мнение и помочь им с банковскими потребностями, и что мой супруг будет... Но Харлоу хочет моей помощи, но я не могу на это пойти. Мой дорогой Иску вынужден за это расплачиваться. Зачем похищать супруга вместо вас? Потому что намного тяжелее терпеть страдания любимых, чем свои страдания. Свои страдания можно перетерпеть. А знать, что где-то страдает твой любимый человек, это невыносимо. Ну, по крайней мере, так во всех фильмах всегда. Вы передавали Харлоу сведения. Говорит ли записка о похищении? Вы уверены, что записка свидетельствует о похищении? А что это еще могло бы значить? Вдобавок, вернувшись домой, я обнаружила, что тот растоптал маргаритки в саду. Вроде мелочь, но они были гордостью и отрадой Иску. Он бы никогда такого не допустил. Возможно, я зря не выбираю прям все. Полезно знать, что готов, да-да-да. Мистер Бикл пытался нам помочь, но погиб, и теперь я не знаю, что делать. Я приложу все усилия, чтобы собрать доказательства вины. Хорошо, вот эта записка, но вы должны быть очень осторожны. Пожалуй, не стоит рисковать. Так... Возможно, я все зафакапила. Мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами, надеемся, вы понимаете. А вот и весомое доказательство. Спасибо вам, надеюсь, еще не поздно. Мне удалось поговорить. Так, найдем Нати. Она где-то тут тусуется. Мне вообще понравилось, как она такая. Так,
Короче, ты иди, бубни, а я пойду в кабанью голову. Пить сливочное пиво, тусоваться, короче, ты там пока занимайся, я тебе не мешаю совершенно. Все в порядке. Почему она... Натя обычно не опаздывает. Она собиралась в трактир «Кабанья голова», может, она там? Да в смысле, я ж только что сама оттуда. Это что сейчас, серьезно? А, я не оттуда, я была в Трех Метлах, наверное. Да. Славьте Господи, а то я думаю... Что-то какая-то опасность. Так, я сейчас, если чё, я вам... Чё нам, Андрюч, поняли? Я... Так, она должна быть где-то здесь. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, где ей быть? Где-то здесь. Она в коробке? Палочка. Да, ой. Подождите. Так. Ага. Опа! Димимаска, блин. Димимаска, блин. А Нати может до ночи подождать? Блин, Димимаска. Блин, а почему она вообще здесь? Как ты вообще здесь? Может, это просто статуэтка? Слушайте, ничего страшного, не это. Ну, или нельзя сейчас ждать? А почему нельзя ждать? Ну, наверное, потому что Нати не может ждать. Малявки, сующие нос... Чего? Ты за своим носом следи, слышишь? Нахрена они прошли сквозь кафешку? Думали? Они запихали ее в подвал. А я еще в первых сериях говорила: Нати, идти твою колотить, не ходи, пожалуйста, за какими-то стрёмными мужиками в любой дом, в который тебя позовут. Нати, что на это сказала? Гордая фея. И продолжала ходить в эти какие-то странные дома. Ну, будьте умными, не будьте как Нати. Не надо ходить за какими-то мужиками. А что мы делаем? Вот. Ага, хорошо. Тут, думаю, Нати увели в этом направлении. Нужно найти ее скорее. И деньги собрать скорее. Это вообще самое главное. О, еще сундук. О, еще деньги. Надо, чтобы меня не увидели. Базара ноль. Мы будем просто как мыши. Так, не обязательно. Найдите книгу стихов. Найдите любовное письмо. Что значит не обязательно? Нахрена мы вообще разговаривали тогда со всеми этими людьми? Сейчас я как подойду. Как дам вам просраться. Тихо. Что-то там они говорят, я не услышала. Ой, не ходи сюда. Вот эту надо кокнуть петрификусом. Отстань, здесь нету никого. Никого нема. Уйди. Либо... Оп. А вы тупые, да? Вы не поняли? А, нет, поняли. Гвендолин Джоу? Давайте ее за нас, короче. Ой, нифига. Он сразу ее прям атаковал. Вы видели? Даже она еще не атаковала. А мало ли на что я ее запрограммировала. Так, тихо. Тихо, где мои вот эти? О, это мощно было. Тихо.
Тихо, тихо. Вот это тоже мощно, понятно? Подождите, где всякие... Вот, Круцо, сюда. Сюда, значит. А, это не туда! Это не туда! Блин, а чё тут это делают? Ну, по-моему, это у той была имя было Джоу, которое в фильме-то было. Помните? По-любому вы помните. Конечно же, вы помните. На! Вот, ее тоже починим. Больше врагов высокого уровня, чем вы, будет труднее победить. Вот так, вот это новости, да? Это подсказки, которые мы заслужили. Капец, она прям нормально атакует вообще. Ах ты, скотина! Я сейчас тебе устрою, Кузькину мать, ты что думала? Как тебе такое? А? Больно? Больно? Гляди. Да, ага. Давай это. Не безобразничай, слышишь? Слышишь? Тихо, 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 тихо. Тихо. О, обезоружьте врага. А чё еще надо? Замедлите палача после того, как он выпустит. Ага. Как я это должна? Все. Все, а теперь деритесь. Какой протега? Что ты там против Круцо собрался делать? Протега какой-то. Сейчас еще с вами разберемся. Все. Чудесно. Денежки есть. И какие-то отвары есть. И чё только здесь нет. О, спокуха. Спокуха. Так, что еще? О. Ты мил мне, словно авгуречья, песнь, предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я, не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Да, сборник стихов нашли. А зачем мы их читали? Это как с Тише! Чего? Не надо. Чулюм какой-то. Это крысы. Что такое? О! Прикиньте, сейчас, короче, выполним все вот эти задания, которые зимние. Наступит весна, и мы найдем елку. Скорее всего, так и будет. Вы как думали? Я, кстати, была сегодня в выручай комнате перед записью. Ну, я просто хотела как бы все там поделать. И знаете что? Я не смогла продать лунтилят. Я просто не смогла. Я такая, типа... Я их даже собрала уже в сумку. А потом я посмотрела в глаза их родителям. И мне стало так плохо, что я никуда их не понесла в итоге. И все. Я не могу. Я не знаю. Я не могу. У меня... О, дорогой Отто, я перечитала... Зачем опять мы это будем читать? Это тоже не наш, как бы, собачье дело. Министерство не твоих собачьих дел. Мы и так уже чужие стихи прочитали. Ну ладно, стихи-то еще, может быть, там куда не шло. В общем, Нати где-то там, стопудово. Нет. Нет. Да? Можно? Нет, нельзя. Нет, нет, не здесь, Нати. А где же? Какие-то буераки, блин, крысы. Фу. А как найти такую маленькую Нати в такой большой штуке? А, ну вон показывает маркер. Что тут? О, сундучелла. Красавелла, брателла. Подождите, а... Опа. Опа.
Ё-моё, ё-моё. Но это вот потому что я никогда же не ищу каких-то легких путей, правильно? Нет, зачем ты присел-то? Присаживаться пока не надо было. Все, чё вы, блин? Убирайте говно свое отсюда. Вот и все. Да какая? Не надо ничего венгардить, никакой левиосой. Ага. Это были денежки. Блин, и там вон тоже денежки. А как же я их профукала? Как же так получилось-то, что я профукала деньги? Чтобы я и не обратила внимания на то, что где-то лежат деньги. Не понимаю вообще. Как это возможно? Так, пойдемте обратно. Оп-оп-оп. Очень странная лестница, если честно. Она выглядит так, будто по ней невозможно ходить. Нати должна быть где-то здесь. Откуда тебе знать? Ты нашла нас? Я знала, что ты поймешь, что я специально оставила свою палочку. А, это вот мужчина. Мистер... Дейзи... Ага. Вы говорили с моей супругой, как она? Переживает за вас? Вы в порядке? Я в порядке. Спасибо, что пришли. Эти замки прокляты, а из камер нельзя трансгрессировать. Даже умение Нати колдовать без палочки нам не поможет. Вы должны найти мою палочку. Возьмите пока мою. Мы найдем вашу палочку. Мне понадобится собственная палочка. Чужая не сработает так же хорошо и быстро, и нас могут обнаружить. Тогда постараюсь найти. Как думаете, где она может быть? Она где-то рядом. Я это чувствую. Ясно. Тогда поищу ее. Вот это ТЗ! Вот это ТЗ, который мы заслужили. Надо найти палочку. Она где-то здесь. О, тут еще и этот. Где-то страница. Причем она... О! Подождите, но тут же где-то есть это... Моя палочка где-то в этой комнате, я чувствую. Да и ты этот, я слышала. Ты дыши, дыши ровно. Успокаивайся. Все нормально. Вот, палочку нашла. Подождите, ну тут деньги. И где? Какая-то страница. А, или может быть это просто таким звуком вот это обнаружилась фигня? Я не знаю, тут ничего больше даже не светится. Мистер Ботвинс, вот ваша палочка, отличная работа. Я так и знал, что она была где-то рядом. А теперь вам лучше отойти. Никогда не знаешь, как заклятие реагирует на... Что? Нати! Чё? О! Просто открыл? То есть эти камеры заколдованы настолько, что из них нельзя трансгрессировать, но можно каким-то диковинным заклятием открыть замок? Пожалуйста. Да, я, кстати, совершенно ни при чем. Не обращайте на меня никакого внимания. Спасибо вам. Думаю, я слишком слаб, чтобы трансгрессировать вместе с вами, но можно попробовать. Мы сами тут справимся, а ты разыщи констебля Сингер. Хорошо, но будьте осторожны. Спасибо вам, мои юные друзья. Готовься к бою, эти пепламбы. Нам за все ответят. Нати, ты чё вообще? Воинственная женщина. А где они? Я их тут всех перебила, угомонись. Угомонись свои таланты, все нормально. Но нас зачем-то сохранили. Это нехорошо. А может и хорошо. Кто его знает. Так, наверх, я думаю. А почему здесь такое вот какая-то дымка? Что это такое? Тут нет никого, Нати. Ты с кем собралась отношения выяснять? Расскажи, пожалуйста. Или мы прямо сейчас в Хоксмиде? Давай найдем и Ага. Пойдем к констеблю. А она так сказала, говорит, готовься, говорит, к бою. Они сейчас нам за все ответят. Знаешь, что мы сейчас сделаем?
Мы сейчас пойдем в полицию жаловаться. Нацай Онай могла бы догадаться, и вы, гроза троллей, хвала небесам, вы целы. Короче, сейчас нас будут ругать, скажут, что мы дурачье поганое, и вообще мы занимаемся какими-то непотребствами. Иско Ботвинс рассказал мне, что его спасла пара учеников. Могла бы догадаться, что это были вы двое. Все нормально, я отправила его домой к жене. Мисс Онай, ваша мать едва ли будет рада узнать, что вы по-прежнему рискуете жизнью, преследуя этих опасных людей. Вообще-то, констебль Сингер, мы с Нати узнали, что нескольким жителям Хоксмита Пимпламба угрожали смертью. Вот это новость! Карлоу Рук вот не только похитили Нати и мистера Ботвинса, чтобы шантажировать его жену, но и вымогали деньги. Я разберусь со всем этим, а что касается вас двоих... Я оценю ваши усилия, но вы очень сильно рискуете. В следующий раз, пожалуйста, предоставьте властям разбираться с пипламбами. Да вы уже разобрались до такой степени, что пол волшебного мира шкерится ходит. Вы чё? Разумеется. От властей мало толку. При всем уважении, констебль, власти едва ли что-то сделали для разрешения этой ситуации. Чтобы обезвредить такую организацию, как Пимпламба, недостаточно просто вломиться и скрутить их на Вынуждена настаивать, чтобы вы оставили это дело нам. Все, конец обсуждения. Ну, это логично. Нацай, вы, возможно, захотите первой поговорить со своей матушкой до меня. Маме это не понравится. Благодаря тебе... благодарна тебе за мое спасение. Позже поговорим. Окей. Это очень здорово. Это очень интересно. Где кабанья голова? Кабанья голова. А она прям здесь. Как раз ночь. Я сейчас пойду. Там Димимаска. Я видела там. Вот она. Ха-ха. Вот и все. Вот и все. Что у нас вообще по этому? По снаряжению. У нас много вообще свободных ячеек. Недостаточно. Надо мотануться нам с вами в выручай комнату. О, мы с какой-то другой стороны находимся. Все правильно. Ой, опять ударила микрофон. Потому что не надо размахивать руками. Не надо этого делать. Но я не могу. Вы скоро это увидите, между прочим. Как я тут размахиваю руками. Кто это читать почту? О, Пипламба оставили меня в покое, подозреваю, что это вы постарались. Мы с Рози вам очень благодарны. Мы уже готовы отправиться в медовый месяц, как только сообщим мистеру Хиллоу о нашей свадьбе. Пожелайте мне удачи. Да, пожалуйста. Прекрасно и вам. Ой, спасибо, Дик. Ты вообще, ты такой прекрасный человек. Очень добрый парень. Так, давайте сейчас наденем шляпу нормальную, какая-то хорошая. Вот это. Да, хорошая шляпа, очень даже. Но нет. Мне верните мою меховую шляпу. Когда уже эта зима закончится? Ну, наверное, когда я перестану заниматься фигней и пройду сюжетные задания. Ну... Ничего не могу поделать. Ничего вы со мной не сделаете. Короче, давайте вот сюда отправимся. Подождите, я же правильно выделила? Да, даже небо не предел. У нас же там что-то капец, как далеко надо чесать куда-то. Но мы где-то вот открыли летучее пламя вот тут, здесь. И там, кстати... это как раз где у нас было сюжетное задание предыдущее. Точно. И я все вспомнила. Так, ну что, ваши ставочки, получится у меня просто долететь от точки А до точки Б? Конечно же нет. Я вот еще думаю, тут же была вот эта вот яма какая-то непонятная. Вообще какая-то глюченная локация, я вот что хочу сказать. Тут есть вот это задание Мерлина. От него есть шар, но от него нет ямы. Некуда скидывать шар. Ни в какую яму его нельзя скинуть.
Что с этим делать? Непонятно. О, я вижу эти штукени, которые я хотела лопать. Вот они. Оп. Опа. Опа. Как раз чуть разомнемся. Нам же сейчас как раз-таки лететь там всяким имельдам рассказывать, кто они есть. Блин, нас же сейчас опять не пустят. Скажут, давай, лети, короче, через буераки какие-нибудь, пожалуйста. И не утруждай нас. Вот, естественно. Естественно. Вы, говорит, не можете туда верхом. А как? А как, по-вашему, я должна еще туда добираться? Вы что, добики? Что это такое? Ой, я вот это уже... А, я просто в прошлый раз это не сделала. Потому что меня хотели кокнуть. О, сундук. И деньги. О, прочные дуэльные перчатки. Такие прочные. Что аж не очень. Так, где же еще-то? Вот и надо. Блин, надо. Все, смотрите-ка, тихо. Очень тихо, очень спокойно. Мы вот это вот все сделали. Угу. Какая-то локация дерьмовых перчаток. Где вот это все говнище, Ага, вон оно. Кто? Где? Блин, на самом деле, если вот раньше, когда я только начала играть, я такая, о, блин, гоблины, я не хочу. Типа, это сложно, гоблины, это сложные враги. Я сейчас такая, что? Какая-то там кучка этих гоблинов. Тьфу. Ой, это тролль. Это интересно. Отстань! Зачем ты бежишь на гору? Я на горе стояла. Вообще никого не трогала. Ну, кроме тебя, понятное дело, да. Оп! О! Между ног проскочила, вы видели? Давай, иди вон этих всех мочи остальных. А кто здесь остальные-то? А тут они все что-то далеко. А, вон там есть еще какой-то чел. Я пришла драться. Зачем вы в меня кидаетесь грязью? Короче, не хотите драться? Не надо. Вы что думаете, мне больше всех надо, что ли? Я вот сейчас возьму свои сундуки, вот, которые мне полагаются по умолчанию. По всяческим заслугам. Вот и иди. Иди, пожалуйста, и надавай им звездюлей всем. Все, давай. Удачного тебе этого. Вот этого всего. А тут что? О, ну здрасте. Че, не ожидали, что я ворвусь с двух ног, да? Пока. Так, Нацаев, после спасения нас с мистером Готвинсом из лап в школе только о тебе и говорят. Мы уже многого добились, обязательно остановим Харлоу. Надо продумать следующий шаг. Как насчет разговора с матерью? Хороший шаг, мне кажется. Потому что если ты даже не можешь поговорить с собственной матерью, как ты можешь угрожать каким-то там преступным структурам?
Оп. Тихо, тихо. Сейчас как дам больно. Люмусом, да. Вы что вообще тут вытворяете? Оп. Ты задолбал, на тебе. Так, тихо, тихо, тихо. Все, деритесь теперь, а я буду посматривать. Нормально, ты вообще мощный парень. Ёперный театр. Ёперный театр. Какое месиво мы устраиваем вообще здесь. Так, тут еще двое. Куда мы вообще идем? Оно нам вообще надо сильно. Так, все, те капсда. До свидания. Все. Отлитосики. О, сундук. Блин. А куда я иду? Меня ведет как... Может, я иду к какому-то сюжетному заданию, которое прям типа сюжетное, а не то... Тут какой-то печально известный враг. Это окей? Это, между прочим, не окей. И это вот то, ради чего мы здесь собрались. Да, ребятки. Ага. Да трындишься ты, короче, я так думаю. Все. Чего вы собрались со мной делать тут? Тихо, 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 тихо. Ты уверенно говоришь, что ты не магл? Сейчас посмотрим, в чем ты уверен. Скотина какая. Вот так-то вам. Че, вот так маглы умеют? А так умеют маглы? А? Вот так умеют? Опа-на! Чё? Кто еще тут скажет, что я магл? Ты стоишь, притаился, блин. Сейчас я тебе тоже устрою. Пуськину мать, ага. Ты, говорит, ты уверена, что ты не магл? Вот козлы, а? Вообще, наглёшь. Может, тут что-то есть полезное? О, деньжатки. Еще в... Нет. Я и так не очень понимаю, куда я иду. Если я еще и сейчас вот с этого пути сверну, то мне вообще капсда. Я вообще тогда ничего не пойму. Летать нельзя. Можно на гиппогрифе зато. Опа. Ну-ка. А можно лопать крыланный вот это вот? Ха! Прикол. Оп. А вот эти летные задания можно на крылане проходить, интересно? В смысле? В смысле? Вот так-то. Значит, теперь давайте приземлимся где-то тут. Почему я не могу приземляться? Снижение, подъем. Ага, Ctrl. Какая приятная неожиданность. Окей. А как... Я опять забыла, как слезают. Ага, вот так. Окей. Тут надо будет разбомбить сейчас вот эти все штуки конфрингой. Где еще есть? Где? Вон. Одна же, да? Или не одна? Да. Нормас.
Ой, я думала, мы еще и Поппи заденем сегодня. А пока только какие-то проблемы только задевают мою Поппи. Что мы вообще, мы в таких местах, где мы вообще никогда не бывали. Давайте хоть какую-нибудь эту откроем, вот эту. Можно хотя бы здесь-то лететь? Вот хотя бы долететь до вот этой фигни. Чтобы ее отметить, а то потом... О, тут еще... О, тут какая-то драка стульями. Да, ну ё-моё, ну вы задолбали. Я всего лишь хочу летучее пламя открыть. Да здравствуйте, Протега, подождите, я пока не нападала даже. Да я просто хочу пламя! Я хочу пламя! Разожги огонь! Знаете такую песню? Песню знаете? Блин. Подождите, Руквуд, что-то там уже про Руквуда. Я всего лишь ищу пламя. Подождите, обождите, успокойтесь, выдохните, остановитесь. Но я же попросила. Нормально попросила. Что, вот это сложно было как-то, да? Это было для вас совершенно, вот как бы, да. Да? Невыносима была сама мысль о том, что вы можете просто вот меня не заметить, например. Где они ходят? Сейчас я тебе дам. Так, все, ты уже меня выбесил. До свидания. No, no, no. Вы так друг за дружку переживаете? Может, тогда, например... Ну вот. Добавим немного драмы. Они так переживали друг за друга. Обернем их друг против друга. А-а-а-а. Такая я злыдня. Подушкой тебя ударила, понял? Так. Опа. Как вас дофига вообще? Я не пойму, что происходит. Где? Что происходит? Зачем сама себя-то? Ну это потому что немножечко не в себе. О, и этот тоже не в себе. Это что за заклятие такое было мощное? Блин, а их еще до хрена тут. Вот так. Еще вон сколько тут. Победите печально известных врагов. Опа, опа. А какой это был печально известный враг? Подождите. Испытание. Нет, не задание, а бой. Ой, я еще и топироек победил. Когда? Вот, печально известные враги мне дали маску. Совиную какую-то. Маска карающей совы. Хочу вот эту. Это кек. Так, блин, интересно. Ёперный театр. Но я все еще в поисках огня. Вы понимаете, что мне нужен огонь? Всего лишь навсего. И ничего более. Блин. Подождите, а почему я здесь не могу летать? Почему это я здесь не могу летать, а вот здесь могу? Это какая-то развалина. Где огонь-то? Вон огонь, нет? Да, нет. Где он, ёперный театр? Вот тут, наверное, нет? Нет! Значит, тут. Вот он. Господи. Это какой-то ужас. Давайте сюда сходим. Вот так.
Ага, показывает какими-то буераками. Ну, сейчас, ага. Делать мне нечего. То вон в ту сторону мне, да? Ну вот, всего-то 300 шагов. И мы на месте. Или сейчас... конечно, конечно, туда нельзя лететь, естественно. Как я могла только подумать вообще? Выполните дуэльные уловки еще. А кто это здесь живет? Подождите. А, это Нюхлер. А что-то такое рычание было? Подождите. А тут? Лунтиленок. Блин, они, бедолашки, в таких ужасных местах обитают. Ой, тихо. Где-то тут прямо находится горная пещера с Фениксом. Что? А мне сюда нельзя пока, да? Меня сюда не пустят. Блин. Ну ладно, тогда попытаемся все-таки дойти до этих летных каких-то там заданий. Так. Вот в ту сторону. Вот в ту сторону, естественно, в которую вообще нельзя летать. А, нет, можно. Как красиво! Как красиво! Слушайте, я научилась скринить игры. Я не знаю, что сейчас там пишется. Что сейчас там пишется, я лично не знаю. Я за это не ручаюсь. Но я же могу сделать вот так. Я же могу сделать вот таким вот образом. Вот так вот, например. О, какая красотища. Спасибо большое. Так, надо только посмотреть. Там с записью у меня все в порядке. Вроде все в порядке. Вроде все нормальненько. Потому что вроде как даже с вот этим патчем никакого фоторежима не завезли, по-моему, в этот... в Хогвартс Легаси. Если что-то изменилось, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, но, по-моему, нет. Оп. Оп. Подождите! Я всего лишь опять хотела найти... Блин, ну что с вами не так, ребятки? Вы какие-то неуравновешенные, вы знаете? Ой! Чем-то прям попали в меня. Тихо. Они этими какими-то арбалетами в меня стреляются. Оп. Оп. Ну давай это, бейся со своим этим. Чё ты стоишь? Блин, мне, честно сказать, кажется, что надо... Надо брать просто метлу и лететь отсюда подальше. Ага, до свидания. Собака лает, ветер носит, как говорится. Господи, ну какая ж красотища, я не могу. О, ну что это? Тихо, тихо, тихо. Так, тут какая-то деревня, и тут есть, значит, этот пламя это. Вот. Это же вообще прекрасно. Спасибо, welcome, говорят. Ой, там опять это пугало. А тут опять вон задание Мерлина. Обожаю. Падай. Что тут у нас? Что тут у нас? Так. Ого.
Ни хрена себе. Вот так задачка. Интересная, конечно. А как? Надо, наверное, в обратную сторону, да? Фу, теперь мокрая. И холодная. Да зачем в воду-то? Выползай. Подождите, а как же? А как же тогда? А на метлю? Ага, ну все отменяется. Ага! Даже так? Подождите. Ага. Так. Ага. Ага. Нет, все-таки надо с той стороны это начинать. Но только я не знаю, как допрыгнуть-то. Нет, начинать надо вот отсюда. Прыгать сюда. Потом цепляться тут. Ага, потом... Да в смысле? Вы чё, угораете? А как по-другому? Как же я здесь зацеплюсь-то? Ага, ну ладно. Ну, зацеплюсь, так зацеплюсь. Ну вот и все, нет? О, 33 уровень. 33 уровень, 33 уровень, 33 уровень. Свежая строка. Ни хрена не свежая, на самом деле, потому что закончить игру спокойно можно на 28-м, по-моему, или на 26-м уровне. По-моему, финальное задание, ему присваивается 26-й уровень, или что-то около того. Я по ощущениям где-то на середине. О чем это может нам говорить? Да, в общем-то, ни о чем. Давай еще быстрее попробуем как-то. А эти ублюдки не дают мне нормально, блин, найти эти летучие эти пламя. Капец. Ни хрена себе, это мы тут будем гонять сейчас. Такое ощущение, как будто карту еще починили с каким-то патчем, потому что она раньше показывала черти чё. Вот это кто живет здесь? Что за животный? Пурпурная жаба. Пусть живет. Ну, не то чтобы мы остальных такие в винегрет добавляли. Винегрет, кстати, без мяса делается. О чем я вообще? О чем вообще говорит эта женщина? Подождите, а это кто? Дирикол. А ну-ка, стоямбус. Что, скажите еще, что здесь нельзя сесть? Или мы так быстро садимся просто? Опанцы. Так, готовим, значит, себе вот это. Оп. Блин, а я забыла. По-моему, девочка Дирикол мне нужна. Ой, желтенькая. Какая красивая, посмотрите. Господи. Не ту какую-то схватила, не ту. Блин, не та схватилась. Ети же, посади же, давай. Да зачем ты других-то хватаешь? Ты дурная, что ли? Объясни мне. Просто вот объяснись. Вот эту хватай. Оп.
Я сейчас, конечно, офигею, если в итоге окажется, что у меня там тоже девочка. Тоже Дирикол девочка. О, тут это пиройки. Говорят, сейчас мы вас языками всеми своими как захреначим. А нам пофиг ветер. И на вас тоже. А Эмельда, ты вообще нормально? Ты тусишь? Тут вон эти... О, Гриффиндор, сюда! Привет еще раз, Эмельда. Этот маршрут далековато от замка, да? Очевидно. Слишком далеко для большинства наших одноклассников. Как печально. Я думала, они будут упрашивать меня продолжить участие в этих гонках. И они разбегутся в страхе. Удивлена, что новая пятикурсница явилась. Что ж, попытка засчитана. Это... В общем, спасибо, наверное. Да, порой мне не хватает терпения. Просто меня раздражают люди, которые относятся к делу менее серьезно, чем я. То есть практически все. Но не стоит слишком задирать нос, поболтали и хватит. Я точно знаю, что мое время тебе не побить. Вызов принят. Но я думаю, что я все зафакаплю, как всегда. Готовься проиграть, гордость Гриффиндора. Как она меня бесит, я не могу. Все, полетели, полетели, полетели. Чего? Почему? О! А! Блин, все просрала. Это плохо. О, вот тут не все. Мама! Блин, штраф! Ну это правда очень сложный маршрут. 7 из 29 колец? Что? Что вы сказали? Давай, давай, давай. Оп. Опа. Нет, это очень неповоротливая метла. Я не знаю, что там этот профессор или кто он там, кислых щей, который у нас тут по метлам. Блинский, блин, капец ведет. Просто ужасно ведет на поворотах. Это не очень-то сложно. Ты давай это. Рановато начала уже тут выделываться-то. Нам еще вон сколько. Возможно, нам действительно ее время-то и не побить. Ну ладно, главное просто хорошо лететь. Ну вот, да, как я примерно сейчас. Нет. Да блин, почему? У меня как-то, видимо, я выбрала какую-то неправильную тактику в плане того, как держать пальцы на кнопках. Да нет, мы не побьем ее время никогда. Вы что, издеваетесь? Блин, я не смогу увидеть ее ухмылку, эту дебилистическую. Да в смысле, я попал в кольцо? Да блин. Нет, это невозможно. Ну невозможно управлять этим вообще. Я считаю... то есть, теперь я попала в кольцо. Ну вот сейчас я прям очевиднейшим образом пролетела мимо. Как? Ну как? Ну как это возможно? Так, я пробую еще раз. Я слишком азартный человек, чтобы оставить это вот так вот. Если хочешь побить мой рекорд, придется тебе постараться. На моем маршруте главное не терять концентрацию. На каждом повороте нужно принимать решение и следовать ему до конца. Мельда Рейс, неужели ты даешь мне наставление о том, как... Нет, это вовсе не так. Это обычная дружеская болтовня. Ну что, попробуешь еще раз? Да. Да, блин. Да. Мне нужно передохнуть. Да, приступим. Я сказал...
Слушайте, она прям болеет за нас. Она такая прям... Мне кажется, это, знаете, такой момент, когда ты такой, типа, лучше всех играешь в какую-то игру, и ты, например, поставил рекорд. Ну, и тебе как будто, ну, не к чему стремиться, не прикольно побивать свой же рекорд. Ну, не так азартно. И ты хочешь, чтобы кто-то побил... Блин. И ты хочешь, чтобы кто-то... Да как? Как это можно сделать? Ну как? Пусть покажут, как она это делает. А то она пока вот только трындела в кадре. Ничего больше не происходило. Спасибо большое, пузыри. Все попались. Нет, это не going well вообще ни разу. Вот, короче, не так азартно побивать свой же рекорд. И хочется, чтобы кто-то побил твой рекорд. И чтобы ты уже, типа, пытался побить его рекорд. Что-то типа того. Возможно. Так. Оп. Вот эти, конечно, пузыри, они меня и радуют, и пугают одновременно, потому что потом после них... Не надо, пожалуйста. Ты опять слишком рано выделываешься. Пожалуйста, перестань это делать. Так, допустим. Ну, в этот раз все действительно лучше, чем в прошлый. Хотя бы не настолько много колец мы зафакапили. По крайней мере, пока. Оп. Я правильно понимаю, если мы вот... Чем больше пузырей мы лопаем, тем дольше у нас ускорение, да, происходит? А, все правильно, вот в эту сторону. Летим в эту сторону. Ну, нет, я думаю, что... Опять ничей рекорд мы не побьем. Главное бы в кольца попасть вообще. И на том, как говорится, спасибо! Я так не думаю. I don't think so. А может быть и think. Подождите, подождите, подождите. Я побила ее рекорд. Вот так-то. Интересно, что она сейчас скажет? Словом, у тебя очень впечатляющий результат, но не расслабляйся. Я скоро нагоню. Мои родные ушам не поверят, когда я расскажу им про все это. Дух соперничества в них едва ли не сильнее моего. Едва. Дух соперничества в твоей семье передается по наследству. Можно и так сказать. Мой дед играл в Твидич за Падлмир Юнайтед, а отец, он был охотником в команде Слизерина, но ему пришлось бросить игру. Кто-то проклял его колени, и он говорит, что это кто-то с Гриффиндора. А что до меня, то я влюбилась в полеты на метле с самого первого раза. Только в полете ощущаешь особенную свободу. С тех пор я так и не бросила это занятие. Это заметно в целом, что ты думала, мы удивимся. Так и будешь летать по этим маршрутам? Я буду летать по ним сама, чтобы не потерять форму, но гонки на время я устраивать не буду. Ты тоже можешь по ним летать. Короче говоря, надеюсь, еще полетаем вместе. А чё она такая добрая внезапно? Она просто нас зауважала, что мы такие крутые чиксы тоже, и мы можем вот это вот все. Планируешь играть в квиддич? Я так понимаю, ты хочешь попасть в команду? В какую и на какую позицию? Я вся в отца, охотник до мозга костей. У тебя был бы шанс в этом убедиться, если бы Блэк не отменил квиддич. А что до команды, я всегда мечтала играть за холихедских гарпий. Когда закончу школу, попробую к ним попасть. А если по каким-нибудь причинам меня не возьмут, то даже не знаю, что стану делать. Может, займусь травологией, потому что если так получится, значит, во мне таланта меньше, чем в Мандрагоре. И вопить о своей неудаче я буду еще громче нее. Ну не надо так, ну что ты это... Ну прямо так это-то... Было весело соревноваться с опытным противником, Эмельда. Да, было весело. Здорово, что тебя к нам перевели. А ты ничего для Гриффин... Ой, ну иди в сраку. Знаешь что? Береги себя.
Слушайте, ну нормальная она чувиха. Нормальная, ну просто вот надо сообщить мистеру Уиксу, что его лучшая идея, что-то там, в общем, про какие-то улучшения. Я не знаю, вообще не ощущаю никаких улучшений этих метел. Вообще ничего подобного. Так, я вроде тут все пособирал. Мне показалось, что это Эмельда трансгрессировал. Думаю, ни хрена себе, вы тут на 5 курсе вообще все прохаванные. Так, сейчас я нам найду какой-нибудь красивый кадр, красивый какой-нибудь план. И будем с вами прощаться, потому что долго с вами летали на метле. Мы долго летели вообще к этой метле. И долго на ней потом летали. И, в общем, все такое прочее. В общем, мне, как всегда, понравилось. Лунтилят я вам не показала. Но это вот от того, что у меня грусть какая-то вот. Я не знаю, я просто не смогла их продать. Я даже пособирала их в сумку и такая... Я не могу. Я просто не могу, я не знаю. Может быть, вы мне как-то поможете в комментариях, что-нибудь такое напишите, как-то меня успокоите мою совесть, мою сердобольность, вот эту уймете каким-нибудь образом. Я буду этого ждать, потому что они заняли просто весь Виварий, и там теперь никого нельзя подселить. Там, в принципе, в общем-то, больше никого и вообще нельзя заселить, потому что там все 4 вида уже... Ну, короче, ну вы поняли. Как всегда, пишите в комментариях свои какие-то мысли на этот счет. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.